Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет необычное видео. Я хочу вам сначала показать, что я получила с сайта AliExpress, так как у меня есть заказ на этнические украшения, и это все я долго собирала, чтобы что-то интересное придумать, и компаньоны, бусины разные подбирала. И в конце вы увидите, какие украшения у меня получатся. Ну и сначала я хочу показать вот такой браслетик. Это готовый уже я получила. Очень красивый. Все так сделано интересно. Но при транспортировке, как вы видите, он был неправильно сложен и согнулся тросик. Вот что мне не понравилось вот в таком положении, как видите, да. И я хочу это переделать, попробовать сама, так как здесь вот в этой части есть отверстие. Все собрано на тросике. Вот такие обжимные бусинки. И здесь нет протектора. Сразу карабинчик. И он не эластично двигается, поэтому я хочу колечко поставить здесь. И вот чтобы он ровненько лежал в таком положении ровном. И поэтому мне хочется его переделать почему-то. Оставить это все в таком состоянии, как оно есть. Не менять ничего, я думаю, оставлю так. Оно со временем, наверное, поменяет цвет, так как это покрытия здесь никакого нет. Такая фурнитура обычная. Но интересный браслетик в этом магазине. Большой выбор, очень большой, разных украшений. И вот такое еще кольцо я купила. Но большой размер, 20, по-моему, меньше не было. Но колец тоже большое количество в этом магазине. Это все из одного магазина. Я сейчас покажу и кулоны. К сожалению, здесь был такой брак. Я немного покрасила лаком. Это тоже было все оранжевым цветом. И вот не получилось. Надо немного еще залить будет туда лака, чтобы это все сравнять. И вот такое интересное кольцо, но меньше размера не было. У меня заказывала одна женщина, не знаю, понравится ей или нет. 20 размер. И вот такие два кулона из этого магазина. Тоже кулонов большой выбор. Пыталась что-то подобрать поменьше. Вот этот мне понравился очень даже. Как видите, здесь 3 цвета и синий. Но синий лазурит я еще не получила, поэтому, наверное, вот эти вот два украшения я не буду делать. Буду ждать камни из лазурита и потом уже сделаю украшения. Такие вот массивные большие кулоны. И что здесь интересно, смотрите, здесь вот такое отверстие. Здесь можно сделать даже трехрядное украшение. Такая трубочка здесь припаяна, скорее всего. И вот такой красивый кулон этнический, да? А этот уже подлиннее. И вот так выглядит. Здесь вот так сделано сзади. Здесь уже одна такая трубочка. Можно двухрядная сделать. Но хочется, чтобы полегче было. Кулоны такие массивные, крупные. Ну вот буду теперь подбирать и смотреть. Жду бусинки синие. Но к этим кулонам я вот такие бусинки подобрала. Когда-то их покупала. Это под коралл. Какой-нибудь камень тонированный. На камеру они очень яркие. В жизни они потемнее немного. Хорошо подходят вот к этому цвету. И вот такой цвет я тоже с трудом подбирала, так как такой цвет, вот даже гавлит, он не подходит. Вот сейчас покажу. Вот, например, да, гавлит посветлее. Гавлит тоже бывает разных цветов, оттенков. И вот такие бусины у меня есть, но они не подходят. Даже вот, например, вот такие вот отличаются по цвету. В итоге я когда-то покупала вот такие бусинки. Это не натуральные, как видите, это под гавлит, пластиковые, 8 миллиметров когда-то, и лежат они у меня, да. Я по этой ссылке зашла и
посмотрела, есть 12 миллиметров. И, конечно же, я выписала, но немного цвет отличается, как видите, да? Но зато подходит вот к этим кулонам. Замечательно этот цвет, прям один в один. Я очень довольна. Кулоны большие. Сейчас про них расскажу, про эти кулоны. И вот такие украшения я планирую сделать. Ну и еще, конечно, вот такие бусины я покажу сейчас. Тоже в этническом стиле я покупала на сайте Алиэкспресс. Они не дешевые. Сейчас померяем. Это, ну, почти 12, да. 11,5. Вот они отличаются по размеру, так как это ручная работа. И поэтому они отличаются. Одна бусина здесь вот такая. Она была на картинке. Два вида было на картинке. Вот такие бусинки и такие. В итоге мне пришли вот такие. И вот, как видите, здесь такой цвет, как и в кулонах. Вот такие бусинки плоские. Видно, что это ручная работа. Они не совсем идеально ровные. И вот так вклеены здесь кусочки. В комплекте, по-моему, 50 штук было этих бусин. И я думаю, мне хватит на несколько украшений таких бусинок. Очень понравились. На все товары я оставлю ссылки. Если вам что-то понравится, вы можете приобрести для себя. А с этими кулонами так у меня была вообще тоже интересная эпопея с китайцами. Выписала я на картинке, они есть кулоны, я их заказала. И долго он мне отправлял, потом он мне в сообщении пишет, что таких кулонов нет. Я оставлю вот фотографию, какой я выписала кулон. Ну и он мне прислал фотографии, можешь выбрать вот из этих фотографий. И вот они по 2 штуки в комплекте продаются. Вот такие вот я выбрала. Такой цвет бирюзовый. И вот к этим кулонам я уже тогда и вот эти бусины заказала. Они пластиковые, не натуральные, но хорошо звенят. Я думаю, неплохо будет. 12 миллиметров. И вот такие 2 кулончика. И вот я хочу тоже попробовать сделать с таким кулоном украшение. Вот такая, это, наверное, бусина, скорее всего, так как отверстие здесь вот так проходит. Такая крупная бусина, очень красивая, так все интересно сделано. Ну, видно, что это все руками делается и не совсем все идеально ровно. Но это ничего не портит. Все равно это очень красиво и интересно. Я планирую сделать из этой капельки подвеску. Не знаю, как лучше, так или так. Ну, а здесь уже продолжить бусики делать. Потом вот такая рыбка. Тоже понравилась, интересная. Она не большая. Примерно вот 6 сантиметров. Вот так вот здесь петелька. Она была вот с таким шнурочком. Можно на шнурочке носить. Но, естественно, я буду делать с бусинками. И потом я уже стала собирать разные бусины. Это, по-моему, все разные магазины, а может быть и нет. Я уже не помню, потому что я покупала не сразу это все. Все по отдельности мне приходило. И вот такие вот интересные бусины. Вот на этой странице много-много разных. Я выписала 2 разных вида, но вот мне пришли только вот такие бусинки. А были там другие, я выписала, и он мне их не прислал. Написал, что нет в наличии. Ну вот посмотрите, какая прелесть. Очень красиво сделано, все аккуратненько. И такие 2 можно в украшения поставить. 16 миллиметров. Такие вот 4 штучки маленькие. И тут цвет такой светло-бронзовый. Хорошенький тоже. Вот такие 2 бусинки. По-моему, тоже на этой странице, где вот эти бусины. Потом вот эти мне понравились, очень красивые. Вот такие длинненькие. 2,5 сантиметра. Вот так вот сделано. И вот буду делать украшения. Буду смотреть, куда какие бусины поставить, чтобы все гармонично смотрелось. Вот такие 2 бусинки. Маленькие. Можно на к рыбке их пристроить. Вот такие бусины у меня были. Я их просто уже положила. Может быть, пригодятся, так как здесь такой цвет бирюзовый подходит по цвету. И
Вот такие бусины. Когда-то я покупала такие бусинки, делала украшения, и кулон у меня был. Даже видео где-то у меня есть. Я, если интересно, оставлю это видео с этническим украшением. Но здесь, как видите, это все под серебро, все такое неаккуратно сделано. Тем оно, наверное, и ценится, что это этническое украшение будет. Такие большие две бусинки. Вот так вот все делается это вручную. Я думаю, эти бусинки у меня, конечно же, будут вот к этим кулонам, так как это все в серебре. И эти бусинки в серебре я специально подбирала к этим кулонам. Ну, а вот это вот все желтое, бронзовое, как видите. К этому у меня теперь фурнитуру надо подбирать. Вот такое у меня сегодня сумбурное видео. Надеюсь, вам что-то понравилось из этого. Как я сказала, все ссылочки я оставлю под видео. Ну и в конце вы сейчас прямо увидите, какие украшения я сделаю. И давайте посмотрим, что у меня получилось. Сделала я 4 украшения. 2 на тросике и 2 на мемори проволоке. С вот этими кулонами у меня, как видите, на тросике. Старалась я делать разные украшения, чтобы они отличались по форме, по стилистике, так как кулоны в одном цвете, и также и украшения получились в одной цветовой гамме. Здесь, как видите, у меня бусинки мелкие, так как и здесь мелкие бусинки вставлены. И здесь я собрала в 2 ряда. Здесь у меня кримпы спрятаны. Вот такое интересное украшение получилось вот с такой подвеской. И цепочки я добавила. Такой колокольчик. Очень оригинально смотрится. И вот так вот я собирала. Здесь тоже кримпы спрятаны. 2 тросика, чтобы закрепить. Вот эти бусинки очень красивые. Смотрятся здесь хорошо. Ну и здесь у меня, как видите, 2 карабинчика. Это украшение 50 сантиметров, хотя длина комфортная, мне понравилась. Лежит на груди кулон. Ну и здесь подвеска примерно сантиметров 10. Так как 2 карабинчика, можно удлинить украшение. Здесь добавить цепочку. А еще мне понравилось, когда я, например, добавила цепочку, как удлиняющую, вот так, да? Здесь закрепила, например, вот так. И цепочка, у меня не помню, сколько здесь у меня уже остаток этой цепочки. Нержавеющая сталь, очень она мне нравится. И я ее вот так вот прикрепила потом на карабинчик. И как будто такой второй ряд еще и цепочки можно носить. Очень интересно смотрится. Вот такая идея интересная мне пришла в голову. Можно вот так удлинять. Здесь сколько вам надо, например, и провести ее и закрепить, чтобы она короче была украшение. Очень оригинально смотрится. Вот такая идея мне пришла во время примерки. Ну и также можно носить, закрепив 2 карабинчика, 50 сантиметров плюс вот кулон. И рыбка, как видите, рыбка в такой же цветовой гамме. Очень красиво получилось. Здесь внизу у меня 2 тросика. Здесь закрепила я их под вот этими бусинками. Как видите, я совмещала 2 цвета фурнитуры. И бронзовую, и такое античное золото. И здесь к рыбке я прикрепила колечко с цепочкой. Она так скрывается под рыбкой, но выглядывают 3 ряда цепочки. Вот так оригинально получилось. Здесь я вот эти добавила. Под ними у меня тоже спрятан кримп, так как крепила 2 раза тросик и здесь, чтобы вот этот держался нижний ряд тросика. Ну и здесь ничего особенного. Просто собрала красные бусинки и вот такое крепление. Тоже примерно 50 сантиметров и плюс подвесочка. Вот 2 таких оригинальных украшения. Мне очень понравилось. Конечно, у меня на это ушло 2 дня. Я собирала 2 дня, размышляла, придумывала, чтобы как-то придумать разные украшения хотелось. И давайте вот посмотрим еще вот эти украшения, которые с большим кулоном. Ну, красивый кулон, очень даже. Такой цвет бирюзовый. И вот так я собрала. Здесь, как видите, у меня двухрядное украшение. И вот под этими колпачками красивыми у меня стоит бейл. В бейле вот такие бусинки НЛО.
и прикрепилось все ровно и не двигается. И к нему, к бейлу, я прикрепила второй ряд внутри, который проходит, а основная memory проволока идет вот это. Здесь, как видите, отдельно. Второй ряд внутри украшения. Так как у меня нет memory проволоки бронзового цвета, я в последнее время делаю вот такое крепление. Здесь я поставила колпачки, закручиваю memory проволоку вот за бусиной сразу и креплю потом пин длинный, и потом здесь я его закручиваю, и как видите, здесь все бронзового цвета. И что мне еще понравилось, здесь пин же он мягкий, чтобы вот эти вот колпачки вот так не торчали, их можно загнуть и придать такую округлую форму, и вот так вот будут лежать вот эти колпачки. Колпачки ж они тоже как пружинистые, поддаются хорошо сгибанию. И вот так вот можно уложить. Вот так вот получилось украшение у меня двухрядное. Красиво, да? И еще второе с таким же кулоном, только уже по-другому я собирала. Вот эти бусинки красивые, мне очень понравились. И здесь у меня такие бусинки, помните, я показывала в какой-то распаковке. Но это, скорее всего, полимерная глина. Просто такие плашки собираются, лепятся пластинки. И отверстия у них. Вот такое у меня было. Нитка целая из этих бусин. И я решила их поставить. Ну и неплохо смотрится. Вот эти бусинки этнические, очень красивые. И вот так я собрала. Тоже поставила эти колпачки на окончание. Также закрутила. Делала я побольше объем, так как у меня спрашивали женщины. Ну, наверное, чтобы оно пониже висело и не давила на шею, так как у меня предыдущая, которую купили, многие спрашивали окружность украшения. Оно у меня было поменьше, вот такое. Но здесь я пошире сделала, это точно уже и лежит пониже немножко, и комфортная длина для такой женщины крупной. Вот такое украшение получилось. Обалденные кулоны, так они мне понравились. И вот такие 4 украшения у меня получились. И покажу вам. Я переделала еще браслетик. Тоже нелегко было переделывать. Сколько здесь? 5 рядов проводить. Поменяла я тросик. И сразу же придалась ровная форма, идеальная. Здесь, конечно, немного я увеличила. Сделала побольше размер браслетика, так как он был совсем маленький на мою руку. 16,5-17 сантиметров, я сделала побольше, 18 до 20 сантиметров объем кисти. И вот так вот просто я вернула прежний замок прежний, но здесь укрывные бусины я поставила из нержавейки, и вот такие вот кримпы я на окончание поставила. Я не знаю, может быть, со временем они пожелтеют. Это не премиум качества кримпы. Таких мелких бусин у меня нет. И неплохо смотрятся здесь кримпы. Да, и я поменяла вот эти бусинки. Здесь были такие страшные уже. Такого же цвета были бусинки. Я взяла бисер, подходящий по цвету, подобрала, у меня есть. Также я его, по-моему, покупала на Алиэкспресс. И поменяла. И намного лучше выглядит украшение. Вот такой браслетик и у меня получился. Пишите комментарии, интересно всегда ваше мнение. Что вам понравилось, какое украшение. Не забывайте на Дзен подписываться, ставьте лайки, мне всегда приятно. Кто подписывается, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. А видео у меня выходит через каждые 2 дня. Много интересного у меня впереди. Так что я с вами не прощаюсь. До скорых встреч! Thank you.